Вот такой указатель гигантский. Обязательный атрибут Крыма — это колонка на входе в кафе, которая играет погромче, чем у других. Обязательно, без этого никак. Ладно, двигаемся дальше, идем в сам парк, зашли, спускаемся. Вход свободный в парк, парковка 200 рублей не ограничена на целый день. Можно припарковаться бесплатно, но мест нету практически. Мы запарковались за 200 рублей и идем гулять в парк. Парк называется, как вы уже все поняли, Воронцовский, или Воронцовский дворец, или Воронцовский парк. Насколько я помню, в Воронцовский дворец уже вход платный. Сейчас посмотрим, когда идем. А находится он в Алупке. Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник. Вот так он называется правильно. Карта, западные ворота, выход в город. Черное море прямо рядышком. 400 рублей взрослый стоит билет на экспозицию парадной залы главного корпуса Воронцовского дворца. Профилактика коронавируса. В общем, это был вход в сам дворец. Мы его обходим, идем вдоль вот этих ворот, вдоль забора в сам парк. В Крыму март месяц, середина марта, погода не очень теплая, градусов 10 тепла, поэтому мы так одеты в пуховиках. Но воздух чувствуется свежий, вообще прям класс, потому что вон там уже море, и мы туда сейчас спустимся и будем дышать чистым свежим воздухом, оздоровляться. Это вот история. Постройки, стены. Воздух здесь и правда прям вот чувствуется свежий такой, вау. Немного попрохладнее стало, как спустились к морю, но воздух стал еще такой вообще насыщенный, прям морской. Сейчас ближе к морю спустимся. Так и хочется сейчас раздеться и покупаться. Но, блин, 10 градусов тепла, холодновато. Ну вот оно, Черное море. Красотища. Прикольная тропинка. Вот мы спустились, с правой стороны у нас парк, дворец, а с левой стороны море. И вот в таких джунглях крымских можно гулять и дышать морем. Эй, туристы! Загораете?
Это южный берег Крыма, называют еще его ЮБК. Вот чем он примечательный, почему многие его любят. Как раз вот именно за такие места. Летом тоже здесь очень классно. Посмотрите, какая красота. Разрушенные лестницы. Вот они. Давайте мы покатаемся, и я вам разупал. Наверное, тогда я буду столбчик статываться, она упадет. Мы находимся в Волонцовском пауте. Пришли мы до такого места, здесь домик Чаи Крыма, и вот она карта. Мы гуляем, гуляем, а находимся мы сейчас вот здесь, как раз где красный круг, и двигаемся мы в сторону озер, хотим посмотреть на озера. 14 круг, это у нас озера. Вижу озера. Мы немного не в ту сторону пошли. Вот они. Вот они озера, и там плавают лебеди. Мы поднялись чуть выше по камням. Сейчас будем возвращаться обратно. Нашли дерево такое интересное. Кто знает, как оно называется? Как называется? Не знаешь? У нас есть ролики про Интересная такая у него. ботанический сад, там тоже такие деревья. А вот мы наконец нашли дорогу к озерам. Спускаемся. Сейчас посмотрим на лебедей.
Все приезжайте в Крым и подписывайтесь на наш канал. Всем, кому понравилось видео, все поставьте обязательно лайк. Все, нашли мы выход с парка. Добро пожаловать в Алупку, чебуреки от Гули. Чебуреки — это неотъемлемая часть Крыма. Достопримечательность крымские чебуреки от Гули. Вот такая она, Алупка, вне сезона. Но сегодня выходной день, поэтому машин много, людей тоже достаточно много. Чебуреки, кафе «Султан». Все закрыто, ничего не работает, потому что отдыхающих нет. Сезон еще не открылся, март месяц, рано еще. Получается, мы вышли вот отсюда, с этой аллеи, то есть там вход и выход в Воронцовский парк. А заходили мы вот здесь, где мы повернули направо вниз по лестнице. То есть можно и так зайти. Ваш навигатор врет. Прикольный знак. Тупик. А вот здесь мы начинали нашу прогулку. И вон там мы чуть дальше ушли направо. А можно, оказывается, было и вот здесь заходить. А вот крымский магазин Пуд. Сейчас зайдем, посмотрим, что здесь по ценам вообще есть что в наличии. Просто интересно. Яйца 66 рублей. Ну, вот полки забитые, все есть. Колбасы, кому интересно, вот они. Кто-то в комментарии мне писал, что в Крыму дорогие сосиски, колбасы. Вот они цены, я их не ем, не разбираюсь в ценах, поэтому комментировать не буду. Смотрите сами, 130 рублей, 450 грамм. Выбор, в принципе, большой. Там вот кубанские, вот целый стеллаж, короче, этих колбас. Ну вот майонеза для интереса, кто их ест. 113 рублей, 64. Все есть. Капуста квашеная, 100 рублей. А я весь магазин обошел, что-то гречки, риса, такого вообще нет, макарон. Все выгребли. И бумаги туалетной нет. Короче, все выгребли. Остались чипсы и сосиски. Вот так вот. Вот вам и эпидемия.